Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Криптомиксер Михалыч. И сегодня мы рассмотрим технический индикатор ARUN. Для хорошего восприятия включите субтитры. Для удобства в плейлисте находятся все видео по рубрике Futures. ARUN индикатор относится к техническим индикаторам. Он нужен для того, чтобы определять движение рынка, предвидя давление покупок и продаж в соответствии с высокими и низкими точками рынка. Это весьма своеобразный технический осциллятор, состоящий из двух линий. Итак, переходим в TradingView, нажимаем технический индикатор, вводим ARUN. Под графиком появился наш индикатор. ARUN имеет вид осциллятора с границами от 0 до 100 и состоящего из двух кривых. ARUN UP в виде синей линии, ARUN DOWN в виде красной линии. Задача ARUN определить в цифровом виде силу тренда, если он вообще есть. Чем ближе к 100, тем сильнее тренд. Чем ближе к нулю, тем тренд слабее. Колебания в районе 50 – консолидация, когда цена движется в плавном боковом движении и тренд может пойти в любую сторону. Так что это трендовый осциллятор в чистом виде. Как правило, индикатор запрограммирован на 14 периодов. Однако трейдер может выбрать и другое число периодов, чтобы настроить чувствительность по своему усмотрению. Что касается двух кривых, мы можем интерпретировать их следующим образом. Если линия ARUN UP находится выше линии ARUN DOWN, это указывает на сильный восходящий тренд. Если линия ARUN DOWN находится выше линии ARUN UP, то это указывает на сильный нисходящий тренд. Если линия ARUN UP выше 70, это указывает на сильный восходящий тренд. Если линия ARUN DOWN выше 70, это указывает на сильный нисходящий тренд. Кроме того, если линия опускается ниже 50, это указывает, что тренд ослабевает. Если линия опускается ниже 30, это указывает на возможное изменение направления тренда. Сигнал тренда ARUN проявляется в следующей последовательности. Сначала пересекутся линии индикатора, затем линии пересекут уровень 50, наконец одна из линий достигнет значения 100. Итак, можем сказать, что первая стадия восходящего тренда, когда ARUN UP пересекает ARUN DOWN. Имейте в виду, что индикатор ARUN позволяет визуализировать временные показатели тренда, то есть его начало и конец. Затем следует второй шаг, когда ARUN UP поднимается выше 50, а ARUN DOWN опускается ниже 50. Наконец, третий шаг, когда ARUN UP доходит до уровня 100, а ARUN DOWN располагается в относительно низкой области, в районе 30. Следует знать, что первый и второй этапы не всегда проходят в одном и том же порядке. Многие сигналы ARUN могут быть изображены на графике. Например, одна из кривых достигает экстремума, а другая движется к противоположному экстремуму. Восходящий тренд силен, когда ARUN UP поднимается выше 70, и в то же время ARUN DOWN опускается ниже 30. Для нисходящего тренда актуальна нам противоположная схема. Два сигнала вместе характеризуют потенциальный диапазон. Если ARUN UP и ARUN DOWN параллельны друг другу, это указывает на консолидацию рынка. Если обе кривые опускаются ниже 50, это указывает на отсутствие направленного движения. Сигналы о пересечении. Когда ARUN UP пересекает ARUN DOWN, это означает сигнал к покупке. Когда ARUN UP пересекает ARUN DOWN, это сигнализирует об ослаблении покупателей, предлагая фиксацию прибыли. Когда ARUN DOWN пересекает ARUN UP, это означает сигнал к продаже. Давайте сравним показатели индикатора с показателями MACD и ADX. MACD и конвергентная дивергенция скользящей средней не имеют ничего общего с индикатором ARUN, за исключением того, что они оба относятся к осцилляторам. Как ни странно, с ADX есть схожие черты. Индикатор ARUN используется в качестве основного параметра количества периодов. Линия ARUN, направленная вверх и вниз, представляет процент времени между последними экстремумами. Это помогает определить направление силу тренда на рынке, на котором вы находитесь. Недостатки ARUN. Несмотря на свои преимущества, ARUN не идеален, так как он может давать только прошлую информацию о цене актива. Сигнал к покупке или продаже может появиться слишком поздно, после того, как уже произошло заметное движение цены. Этот инструмент может помочь сформировать прогнозы, но он не способен делать их сам по себе.
Трейдерам необходимо использовать другие индикаторы и собственные знания для составления прогноза. Итак, задача Арун – определение тренда, и делается это в сущности лишь тремя способами. Две линии пересекаются, линии расходятся в разные стороны, одна выше 50 и ближе к 100, а другая ниже 50. Одна из линий или обе касаются значения 100. Вывод. Арун не может предсказать неожиданные или необычные события, которые могут дестабилизировать рынок. Тем не менее, это полезный инструмент, который можно совмещать с другими индикаторами, чтобы точно анализировать рынки и выявлять ценовые закономерности, которые могут быть неочевидны на обычном графике. Арун специфический и малопопулярный индикатор, но следует отметить, что трендовых индикаторов не так уж много. Не забывайте, что индикаторы хороший, но лишь вспомогательный инструмент. Для использования любого индикатора на вашем графике уже должен быть проведен базовый анализ, добавлены линии поддержки и сопротивления, линии трендов и каналы, изучены основные свечи, и лишь затем индикатор, не наоборот. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!